Что же такое насилие и жестокость? Что такое страх, безумие, хаос и разрушение? Ответ кроется на улицах Лос-Анджелеса. В самый канун Рождества город стал огромной гладиаторской ареной, где в угоду извращенным зрелищам проводятся бои не на жизнь, а на смерть. Но главными звездами шоу выступают отнюдь не люди, а самые настоящие стальные чудовища, вооруженные орудиями массового поражения. Именно в этом месте проходит турнир под названием «Скрежет металла», где сходятся самые отбитые на голову убийцы и психопаты за рулем своих машин смерти. Турнир, где есть только два основных правила – жми на газ и уничтожай все вокруг. Его организатор – таинственный человек по имени Калипсо, обещающий не только зрелище невиданной жестокости, но и достойную награду победителю – исполнение любого, даже самого сокровенного желания. А вы готовы поучаствовать в турнире? Готовы творить насилие и жестокость, чтобы воплотить свою мечту? Если согласны, то присаживайтесь поудобнее, жмите на газ, турнир начинается. Первая игра серии вышла 5 ноября 1995 года на платформе PlayStation и стала одним из самых ярких представителей жанра аркадных боевых гонок. Вышла из-под пера ныне покойной студии Single Track, которая в 90-х тесно сотрудничала с Sony и выпускала эксклюзивы для их консолей. Здесь игроку не нужно соревноваться на трассе и нет нужды кого-либо обгонять, чтобы прийти первым к финишной прямой. В этой гонке побеждает тот, кто остается последним на ногах, ну или точнее на колесах. Единственная задача игрока – это уничтожить всех соперников любым доступным и наиболее изощренным способом. Скрежет металла – это настоящий гоночный арена-шутер с мрачной атмосферой и черным юмором. Смертельное состязание, где каждый хочет превратить своего оппонента в настоящую груду металлолома. Улицы Лос-Анджелеса, крыши небоскребов, жилые кварталы и автомагистрали – все это стало полем для битвы, где каждая ракета или мина может решить исход сражения. Обложка с клоуном-психопатом, чья голова полыхает ярким пламенем, мгновенно стала символом эпохи. Эта жуткая гримаса часто украшала обложки и страницы игровых журналов. Зловещий образ клоуна является маскотом всех игр серии, на которых выросло целое поколение игроков, в том числе и автор данного видео. Что же касается жанра, то игры с боевыми машинами выходили и раньше. Достаточно вспомнить культовый Road Rush, где мы брали на себя роль мотоциклиста. И наша задача была доехать из точки А в точку Б, попутно отбиваясь от противников ногами, дубинками, цепями и всеми доступными средствами. Но фактически это была гоночная игра, а не шутер про боевые машины. Именно скрежет металла вывел жанр на новый уровень и сделал его по-настоящему массовым, породив множество культурных подражателей, таких как стильный и драйвовый Vigilante 8 и грязный и до жути забавный Rogue Trip. В этом видео я рассмотрю только оригинальные классические части скрежета металла, что выходили на консоли PlayStation, но также кратко пробегусь и по другим играм жанра. Игра пропитана сатирой и черным юмором. Она невероятно абсурдна и от этого становится только харизматичнее. Какой бы то ни было реализм здесь отсутствует, ведь главный антагонист серии Калипсо фактически может исполнить любое желание, используя при этом магию. За рулем боевых машин смерти, как было уже упомянуто ранее, выступают профессиональные убийцы и психопаты, кровожадные наемники и народные мстители и просто искатели приключений. Большинство из них настоящие отбросы общества. И именно это придает им особый шарм. Различает их между собой не только цели, ради которых они участвуют, но и характеристики. А именно вес и габариты, скорость и управляемость, броня и фирменное спецоружие. В остальном это непослушные консервные панки. Каждой отдельной машине придется привыкать, а еще внимательно изучать уровни и местоположение каждой ракеты или лечебной станции. Никто просто так не даст вам свободно передвигаться. Вас будут преследовать и постоянно атаковать, где бы вы ни прятались. Вражеским машинам нет нужды ездить по карте в поисках снаряжения. Они не собирают патроны и не стремятся использовать лечилки. Со старта у них есть все самое необходимое. У вас всего 3 попытки на все прохождение, и в случае провала последует немедленный гейм-овер, и придется начинать все сначала. Но игра, по всем заветам шутеров 90-х, щедра на чит-коды, и если вы проиграли, то всегда можно загрузить интересующий вас уровень, используя определенную комбинацию. Кстати, это единственная часть серии, где есть вид от первого лица. Выполнен он в виде спрайтов. Все в самых лучших традициях гонок 90-х.
Нечто подобное мы могли видеть в самой первой Need for Speed, которая тогда называлась Road Track Presents The Need for Speed. Визуально эти игры даже чем-то похожи. В дальнейшем разработчики откажутся от подобной экзотики, и вид от первого лица навсегда исчезнет из серии. По словам от одного из создателей Скрежета Металла, которого зовут Дэвид Джеффи, в игре изначально планировалась кинематографичная камера. Но довольно быстро эта идея сошла на нет. Наверное, это выглядело примерно так. Теперь давайте пробежимся по оружию. Каждый из персонажей наделен одной определенной способкой. Будь то удар молнии или огнемет, самонаводящиеся ракеты или простой лазерный выстрел. Большинство способок персонажей фактически копируют друг друга. Взять того же таксиста или клоуна, у них один и тот же прием. В последующих частях разницу между персонажами сделают куда более заметной. А что насчет оружия, которое можно найти прямо на уровне? Его можно поделить на 3 типа. К первым относятся огненные и замораживающие ракеты, а также ракеты Homing и Power. Огненная – самая простая и слабая ракета, но встречается чаще остальных. Заморозка, подобно Саб-Зиро, позволяет застанить противника на пару секунд и дает шанс произвести серию безответных атак. Power – самая мощная ракета, но стреляет только по прямой, требует сближения с противником и точного попадания в цель. Ну а Homing – это ваш самый лучший выбор. Эта ракета быстра, наносит много урона и бьет на дальние дистанции. Но самое главное, у нее есть самонаводка. Второй тип – это оружие, которое позволяет стрелять в обратную сторону и отбиваться от преследователей. Необходимо поднять вот эти реверс-ракеты, которые к тому же занимают отдельную ячейку. Стрелять из них все-таки не особо удобно. В последующих частях эта система претерпит некоторые изменения, и реверс-ракетами станет пользоваться немного проще. Третий тип – это различные мины и ловушки. Идеальные инструменты, чтобы застать соперника врасплох. Но будьте осторожны, сами в них не попадитесь. С пушками закончили, а теперь поговорим о персонажах. Начнем с самого главного ублюдка, чье лицо красуется на каждой обложке серии. Если вы слышите эту мелодию, то она не предвещает ничего хорошего, ведь сюда едет клоун по имени Sweet Tooth на своем фургоне мороженого. Угощать он будет отнюдь не сладостями, а своим фирменным блюдом. Зовут его Нидлс Кейн. В наших кругах он больше известен как Сластена или просто Сладкоежка. Когда-то он отсидел срок в психушке под названием Блэкфилд и обрел там одного единственного друга по имени Гарольд. Но вот незадача, Сладкоежке удалось сбежать, а Гарольд куда-то пропал. С тех самых пор наш незадачливый клоун ищет своего пропавшего друга, и именно поэтому участвует в турнире. Но кто же такой этот Гарольд? Ты с ним еще не знаком. Я его представлю. Это Гарольд, мой лучший друг с детства. Всю мою жизнь люди лгали мне, даже мои чертовы предки. Он мне не врет, он никому не врет. Так что же это все значит? Воображаемый друг или бред сумасшедшего? А может быть, за этим стоит нечто большее? Символизм, указывающий на раздвоение личности нашего антигероя и на его психологическую травму, которую он получил в далеком детстве. На протяжении серии история и образ мистера Кейна постоянно менялись. Его внешний облик является архетипом злого клоуна, который на протяжении многих лет служит культурным страхом у людей перед этими кошмарными созданиями. Изначально он выглядел как самый настоящий отбитый на голову маньяк, который загримировал свое лицо в виде клоуна, чтобы внушать страх и ужас окружающим. Не исключено, что сам Джокер оказал влияние на создание данного образа. И точно так же он позволил позаимствовать у себя характерный смех. В следующей части Сладкоежка стал походить на Пеннивайза из фильма «Оно» и стал таинственным и мистическим существом, которое было чем угодно, но только не сбежавшим из психушки человеком. А в концовке, подобно своему протеже, превращается в насекомое. И только потом Сластена откажется от грима и обзаведется своей фирменной маской. Но как бы ни менялся его образ, одно оставалось неизменным – он всегда являлся воплощением безумия и хаоса. Машиной Сладкоежки является фургон мороженого, который под стать своему хозяину выглядит столь же безумно. Его оружием служит особый лакомый кусочек, который, подобно чертику из табакерки, выпрыгивает и сшибает противников наповал. Следующим на очереди идет таксист по имени Чарли Кейн. Самые внимательные наверняка заметили, что у него такая же фамилия, как и у нашего господина клоуна, а все потому, что он его отец.
Вы только посмотрите на эту морду. Уверены, что хотите оставить ему чаевые? Вы это сделаете, но явно не по своей воле. Кейн-старший является самым сбалансированным персонажем и обладает усредненными характеристиками. В качестве оружия он использует коктейли Молотова. Неплохой, но не самый лучший выбор, если вы играете в эту игру впервые. Его прообразом, возможно, послужил таксист из фильма «Побег из Нью-Йорка», который точно так же использует бутылки с зажигательной смесью, чтобы отбиваться от противников. Как известно, у огня нет совести, как и у семейки Кейнов. А кто же такой Дарксайд? Это темная и таинственная фигура в плаще, чье лицо скрыто под покровом ночи. Глаза ярко светятся, что отдает чем-то потусторонним. Зовут эту сущность Мистер Эш. Он управляет самой крупной машиной в игре – огромным грузовиком, который невольно вызывает ассоциации с Терминатором 2. Он прибыл на турнир буквально из преисподней, с одной и лишь единственной целью – вернуть своего похищенного питомца. С его помощью он намерен уничтожить весь мир. Но вопреки злодейским планам, Мистер Эш является самым слабым персонажем. Огромный стальной монстр практически неуправляем, крайне медлителен и неповоротлив. Какой бы ни была крепкая его броня, он не способен нанести серьезный урон противникам. А все потому, что его спецатака просто бесполезна. Лучшее решение – это идти на таран, замораживайте противника и просто толкайте его. Делайте так до победного. Но кого не ожидаешь встретить посреди всех этих маньяков, так это представителя закона. Сержант Карл Робертс участвует в турнире, чтобы избавить мир от войны, насилия и преступности. Он преследует благие цели, но добивается их методами, против которых сам же и выступает. В отличие от большинства участников, он имеет одну из самых эффективных способностей – удар молнией. Во время сражения нет необходимости прицеливаться. Электрический разряд поражает все в радиусе действия. Это довольно читерская способка, ведь стоит Карлу сблизиться с противником, то он гарантированно угостит его порцией электричества. Так что действуйте с умом, подъезжайте сбоку, бейте молнией и сразу же убегайте, и так по кругу. А вот Тампер – полная его противоположность. Брюс Кокрейн – выходец из гетто и является представителем бедных районов Лос-Анджелеса. Прибыл на турнир, чтобы спасти район и своих хоуми от зоны боевых действий. Oh shit, here we go again. Но вопреки всему, он разъезжает на модном розовом Кадиллаке. Интересно, где он его достал? Hey, I got chicken in my pocket. Брюс настоящий охотник во плоти. Ничто не радует его так, как запах напалма по утрам. Ну или чего-то куда более необычного и разностороннего. Задача Тампера – максимально сблизиться с противником и поджарить его до самой корочки. Нет, но вы посмотрите, с какой скоростью он уничтожает врагов, и будто бы даже их и не замечает. Вот она, настоящая имба. Но стоит помнить, что огнемет действует только на ближней дистанции, а это всегда вынуждает идти в атаку, вместо того, чтобы обороняться. Тампер один из самых неприятных противников во всей серии «Скрежет металла», и лучше держаться от него как можно дальше. Кстати, одного из тестеров игры зовут Брюс Кокрейн, как и данного персонажа. Неужто он получил имя, а возможно даже и внешность, в честь одного из приятелей разработчиков? Следующим идет, наверное, самый скучный персонаж – Уортак, он же ветеран Вьетнама, командир Мейсон. Нанят правительством США, чтобы победить в турнире и выиграть радиопередатчик, доказывающий существование НЛО. Средством передвижения Уортага является армейский автомобиль Хамви. На задней части изображен характерный рисунок пальмы, отсылающий все к той же Вьетнамской войне. Его спецатака весьма неоднозначна. С одной стороны есть самонаводка, а с другой он наносит мало урона. Выпускает 3 простых ракеты, которые почти всегда достигают цели, но, к сожалению, лишены бронепойности и действуют как обычная огненная ракета. Солдат, вопреки всему, довольно хрупкий и при этом абсолютно неэффективен в дуэлях. Как стелс-машина, он лишен скорости и маневренности, а как танк, уничтожающий все на своем пути, недостаточно мощный. А теперь, прямо перед вашими глазами, главный герой сериала «Скрежет металла». Его прозвище – Roadkill. Подобно сладкоежке, данный персонаж постоянно менял свое имя и образ. В
первой части его зовут Капитан Спирс, а в сериале Джон Доу, что уже отсылает нас к одноименному персонажу из Twisted Metal Black. Но что же общего между этими двумя? Они оба страдают амнезией и пытаются вспомнить свое прошлое. Автомобиль Роудкилла – это настоящая солянка, собранная из различных кусков металлолома. Внешний вид явно вдохновлен Безумным Максом, так что на просторах пустошей эта тачка точно бы не затерялась. Роудкилл, вне всяких сомнений, лучший дуэлянт в игре. Сражение 1 на 1 – это его призвание. Но что же это за игра, если в ней нет монстр-трака? Легендарное четырехколесное чудовище по имени Хаммерхед является единственным полноправным рукопашником и призвано давить всех противников как жуков. За рулем сидят два балбеса Майк и Дэйв, которые забросили учебу в колледже и отправились на турнир забавы ради. Их образ вдохновлен вот этими ребятами. Чего же хотят местные Пипа и Боба? А они сами не знают, во всяком случае пока что. Все, что вам необходимо делать, это преследовать своих жертв. И затем... Ну вы сами видите, больше ничего от вас не потребуется. А теперь мы переходим в категорию стелс-машин. Всего их 4 вида. Что же это значит? Это быстрые и ловкие тачки, но дохнут они как мухи. Задача – держать дистанцию и постоянно убегать, выбирая лучший момент для атаки. Первый на очереди – это агент Стоун, который облачился в строгий деловой костюм и носит темные солнцезащитные очки. Разъезжает на дорогущем Lamborghini Diablo. Как и Ворток, он хочет выиграть радиопередатчик, доказывающий существование НЛО. Но если Ворток хочет его уничтожить, чтобы скрыть доказательства, то агент Стоун, наоборот, хочет открыть правду людям, что мы не одни во вселенной. На это, кстати, была сделана отсылка в сериале, которую поняли только самые искушенные фанаты. Агент Стоун обладает самой быстрой машиной в игре, но точно так же быстрее остальных помирает. Способка оставляет желать лучшего. Но как же за него играть? У вас есть скорость, но нет брони. Собирайте ракеты Хоуминг и обстреливайте противников издали, а при малейшем контакте тут же давайте дёру. Второй стелс-персонаж – это Спектр. Зовут его Скотт Кэмпбелл. Это призрак, который при жизни погиб в автокатастрофе и с тех самых пор ищет способ вновь стать живым. Его машина – это белый элегантный спорткар, который внешне чем-то напоминает Chevrolet Corvette. Образ Спектра, вероятно, вдохновлен персонажем Патрика Суэйзи из фильма «Привидение». Он пускает самонаводящуюся ракету, которая бешено летает по всей карте и практически всегда находит свою цель. Это вторая по счету читерская способка, ведь ракета игнорирует любые препятствия и проходит сквозь текстуры, что, конечно же, лишено логики, но соответствует персонажу и его призрачному образу. Но кто же такая Пит Вайпер, или просто гадюка? Зовут ее Анджела 14, и это единственный женский персонаж в игре. Хладнокровная наемница и убийца, которая прибыла на турнир с целью выиграть $1 миллион. Но все ли так просто? На самом деле, ее цель – это ликвидировать организатора турнира по имени Калипсо. Ты могла попросить о чем угодно. Все же, выбор за тобой. И деньги твой приз. Ошибаешься. Мой приз добраться до тебя и сделать вот так. В сериале «Скрежет металла» гадюка, кстати, тоже появлялась, пусть и не в большой роли. Ее машина – это маленький внедорожник Багги, который обливает противников кислотой и лишает их всякого желания с ней связываться. Последний играбельный персонаж – это Мистер Грим, самый таинственный и уникальный герой в серии. Кто он такой, доподлинно неизвестно. Под костюмом призрачного гонщика скрывается нечто странное и не поддающееся никакому логическому объяснению. Словно это сама смерть, которая вселяет страх и ужас одним лишь своим видом. Это точно не человек, а все потому, что он коллекционирует души. И именно за этим он прибыл на турнир. Мистер Грим – классический стеклянный персонаж. У него самая сильная атака, но абсолютно никакая защита. Его средством передвижения является мотоцикл, и нетрудно догадаться, почему он так уязвим. Но это нисколько не мешает ему легко уворачиваться и избегать вражеских снарядов. Мистер Смерть буквально обрушивает на противников гнев и страдания всех плененных им душ. Вопреки всем своим недостаткам, это один из сильнейших персонажей в игре.
И вот мы подобрались к развязке. Мы оказываемся на крышах элитного района Лос-Анджелеса. Здесь нам предстоит встретиться с боссом по имени Миньон, который разъезжает на бронетранспортере. Он наделен способностями всех персонажей в игре, прямо как Шан Цунг. Это нечто издает рев голодного зверя. Но главный противник на этом уровне – гравитация. Самое сложное – это суметь удержаться и не потерять управление. Одно неверное движение, и вы уже полетели вниз. Но что забавно, если противники последуют вашему примеру и сиганут прямо с крыши, то они немедленно погибнут. Но только не он, Миньон. Этот демон может делать что угодно. Если он свалится с крыши, то сразу же возродится. И тут у меня вопрос, почему игрокам нельзя подать, а этому чуваку можно? Он что, особенный какой-то? Ну как же так, разработчики? Как же я побеждал его в детстве. Я использовал мины вот в этом коридоре, затем выманивал противника и подрывал его. Другой способ – собрать ракеты Хоуминг и обстреливать миньона вот в этом месте. Все гораздо проще, если вы играете за Спектра или Вортага. Это единственный случай, где Вортаг может оказаться полезен. И вот прозвучал последний выстрел. Он поставил жирную точку в этом сражении. Миньон повержен. Но все ли закончилось? Давайте смотреть концовки. Так как концовки первой части никогда не были озвучены, то я и мои друзья решили это немного исправить. И как вы могли заметить, качество исходников оставляет желать лучшего. Особенно это касается звука. Видео я никак не смогу улучшить, но вот звук — это по моей части. И воссоздам его полностью с нуля. Первым на очереди идет господин Сладкоежка. Он въезжает в ангар прямо в логово Калипсо, который восседает на троне и находится в окружении своих. Мастер темных подземелий встречает победителя. Поздравляю! Вы выиграли мое состязание. Добро пожаловать в мой дом. Как вы знаете, мистер Кейн, я могу предоставить вам любую награду, какую только пожелаете. Ты просто не знаешь. Ты не представляешь, каково мне было. Просто я и ты, и они. Вы не знаете. Я немного в замешательстве, мистер Кейн. Будучи победителем, вы можете просить о чем угодно, любую ценность. Но вы просите у меня это... О, чувак, дай мне это! Отдай, отдай! Она пошла вон отсюда! Ты сказал, что будет легко! Ты знаешь, что они сделали? Знаешь? Знаешь? Теперь моя очередь. Это мой мир. Это мое слово. Это мой день. Бу. А следующим идет господин Спектр. Как мы помним, это призрак, который вновь хочет стать живым. Калипсо вручает ему зелье, которое позволяет обрести плоть и кровь. О господи, спасибо, Калипсо. Я чувствую себя прекрасно. Я чувствую себя таким живым. Я чувствую себя... Обманутым? Что? Ты хотел почувствовать себя живым? Ну так чувствуй. А чего же хочет господин полицейский? Единственный человек, который преследует благие цели. Все верно. Никаких трупов, никакого беспредела на улицах, никаких войн, никакого турнира. Ты ведь сдержишь свое слово, Калипсо? Офицер, я не дам вам повода сомневаться во мне. Вы же победитель.
и я обязан уважать ваше решение. Калипсо! Нет! Карл Робертс хотел жить в мире, где нет насилия и преступности, и он обрел его прямо в космосе. Теперь сюда приезжает мистер Грим. Это таинственная сущность, которую опасается Калипсо. Но почему? Приветствую, Калипсо. Как вы знаете, все, что вы попросите, будет вашим. Я победитель, а ты мой приз. Я хочу твою душу. Нет! Нет! У нас был уговор! Больше никаких сделок в этот раз. Нет! Время не настало! И последнее. Это самая популярная среди фанатов концовка. Два балбеса Биба и Боба прямо перед вашими глазами. Воу, посмотри на это место, чувак. Оно такое клевое. А ты на этих красоток посмотри! Это было превосходное сражение. Теперь давайте взглянем на вашу награду. Вы ни о чем не попросили. Вы стали победителями моего состязания, и я исполню любую вашу просьбу. Любую? Да ты гонишь! Заткнись, чувак, у них есть пушки. Как и у нас! Ну, что же это будет? Мы хотим тёлочек! Готово! Давай, мужик, поехали. Как же это круто! И прежде чем перейти к следующей игре, хотелось бы упомянуть, что у первой части был ПК-порт. Это оставалось тайной долгие годы, а все потому, что порт выходил ограниченным тиражом только в Японии. Я сам буквально совсем недавно узнал о существовании данной версии игры. Сейчас лицензионный диск является коллекционной редкостью и стоит немалых денег. Отличий между версиями не так много. ПК-версия выигрывает за счет повышенного разрешения, но проигрывает в удобстве и управлении. На мой скромный взгляд, ПК-версия гораздо сложнее оригинальной на PlayStation. Противники ведут себя куда агрессивнее даже на легком уровне сложности. Более высокий фреймрейт явно игре не подходит, и все машины вокруг носятся как угорелые. А еще здесь имеется мультиплеер. Вот только кто бы в него играл в Японии в середине 90-х годов. Ссылку на ПК-порт оставлю в описании, но я не обещаю, что вам будет комфортно в него играть. И тут бы следовало перейти ко второй части, но у нас на очереди игра под названием Warhawk. Командир? Говорит командир Джасик. Последний удар по Крилу был отражен менее чем через час после того, как мы потеряли связь. Я не собираюсь терять своих пилотов из-за того, что вы не можете справиться с какими-то помехами. Там находятся мои люди, так что найдите способ. Командир, разведка докладывает, что они не смогли установить местонахождение Крила. Армия Крила может появиться из ниоткуда и тут же исчезнуть. Никто не знает, как они это делают и почему. Помимо Twisted Metal, студия Single Track выпускала и другие проекты, в которых легко угадывается их фирменный почерк. Warhawk разрабатывалась параллельно с первой частью Twisted Metal и вышло все в том же 1995 году. Между играми на самом деле много общего, хоть так и не кажется на первый взгляд.
Хорошо знакомые ассеты и текстуры, визуальный стиль и звуковые эффекты. Если бы скрежет металла проходил в воздушном пространстве, то он, скорее всего, выглядел бы именно так. Мы берем под управление истребитель под названием «Боевой ястреб», пилотами которого являются Хэч и Уокер. В центре событий идет война против некого международного террориста по имени Крилл, который незаконно добывает красную ртуть, сверхмощное вещество, способное в одночасье уничтожить целое государство. Наша задача – атаковать базы Крилла и все станции по добыче данного вещества. Тут вам и египетские пирамиды, начиненные опаснейшим оружием, воздушные суда с турелями-пулеметами, взрывоопасные вулканы, затаившиеся в облаке тумана, и лабиринты, полные различных мин и ловушек. Руководит операцией крайне суровая и при этом невероятно обворожительная командир Шайла Джасик. Можете и не выходить. В 50 километрах к югу есть еще один сектор, накрытый теми же помехами, как и на прошлой точке. Армия Крилла? Погоди-ка, ты что, снова нас туда посылаешь? У тебя есть идея получше, Уокер? Данного персонажа сыграла актриса озвучки Ким Мэй, которая более известна по своей роли Мэй Линк в Metal Gear Solid. У нее весьма послужной список проектов, в которых ей довелось поучаствовать. Удивительно наблюдать эту девушку на самом раннем этапе ее карьеры. Осторожнее, а то будет слишком легко. Заткнись, Уокер! С тех пор, как Крилл пошел в атаку и стало известно о красной ртути, некоторые страны готовятся ввести ядерные санкции. Уокер постоянно подкалывает и не упускает возможности лишний раз пошутить в ее присутствии, что вызывает у нее весьма неоднозначную реакцию. Как же это мило. Мы летаем по уровню в окружении большого числа противников. Каждый хочет оставить от нас одни железные ошметки. Повсюду гремят взрывы и выстрелы. Мы только и делаем, что уворачиваемся от бесчисленного количества торпед, летящих по нашу душу. В отличие от скрежета металла, здесь есть какое-никакое линейное повествование, которое ведет нас от начала и до конца игры. Специальные задания на каждом из уровней не дают заскучать, а после выполнения миссии обязательно следует прикольная кат-сцена с участием живых актеров. Warhawk – отличная альтернатива для тех, кто уже успел наиграться в скрежет металла. Ну а мы наконец-то переходим ко второй части. Прошел целый год с момента проведения последнего турнира. Лос-Анджелес превратился в руины, наступил апокалипсис, вокруг царят хаос и анархия. Калипсо, наслаждаясь плодами своего кровавого шоу, теперь обзавелся летучим голландцем и парит над землей. С высоты открывается прекрасный вид на то, что люди сделали сами с собой. Он тут, конечно же, совершенно ни при чем. Возникает вопрос, а где же пройдет следующий турнир «Скрежет металла»? И ответ не заставил себя долго ждать. На сей раз турнир охватит почти весь мир. Вторая часть вышла спустя год, 31 октября 1996, прямо на Хэллоуин. И это последняя часть серии, созданная оригинальными разработчиками, студией Single Track. А все потому, что после выхода данной игры Single Track прекратила свое сотрудничество с Sony и перестала быть их дочерней студией. Точно неизвестно, в чем была суть конфликта, но есть информация, что Single Track хотели иметь больше творческой свободы и времени на разработку игр. И вот мы оказываемся в главном меню, и тут же начинаем понимать, какое же веселье нас ждет впереди. Новые персонажи, крутые пушки, потрясающие уровни, обилие секретов и пасхалок. Помимо Лос-Анджелеса, мы посетим Москву, Париж, Нью-Йорк, Амазонку, Нидерланды, Гонконг и даже Северный полюс. Вдоволь полюбуемся местной культурой и архитектурой, но вы только посмотрите на эту красотку, статуя свободы. Ой, кажется, мы что-то сделали не так. Стоп, а разве так должно быть? Да это же Эйфелева башня! Как же она прекрасна! Если нет возможности увидеть ее вживую, то мы можем посмотреть на нее прямо здесь. Ай, блин, как же так получилось-то? Ну мы не специально, мы не хотели этого делать, честное слово, мы не собирались делать то, что мы сделали. Вот такой вот необычный тур вокруг света. Но мы сюда приехали отнюдь не отдыхать, а рвать и взрывать все, что попадается на глаза.
Что же насчет пушек? Теперь мы можем метать фаерболы, стрелять ядрами, как какие-нибудь пираты, бить молнией по всей округе и ставить динамит. Заморозка и реверс ракеты перекочевали непосредственно в схему управления. Теперь не нужно подбирать эти снаряды, они всегда есть по умолчанию у каждой машины. Появилась полоска энергии. Если мы используем заморозку Саб-Зиро или прыгаем как Crash Bandicoot, ну или просто включаем энергощиты, то это отнимает у нас выносливость. А как же нам лечиться? Все просто. Громоздкие и неудобные лечебные станции из первой части отправились в утиль. Теперь это вот такая вот иконка здоровья, к которой мы можем подъехать и спокойно подобрать. А еще на уровнях спрятаны секретные зоны, где можно на халяву полечиться. Это не так просто, как кажется на первый взгляд. А все потому, что пока вы нащупаете эту самую точку G, противники будут охотно вам мешать. А что насчет нашей любимой гравитации? К сожалению для нас и к счастью для разработчиков, тут есть Северный полюс, на котором мы можем встретить даже Санта-Клауса. Эй, ты! Мы находимся на краю света и можем наблюдать величие природы во всей красе. Тишина и умиротворение будут нарушены ревом моторов. Вау, посмотри на это место, чувак. Оно такое клевое. А ты на этот лед посмотри. Что же это все значит? Ну вы прекрасно понимаете. Ледниковому периоду пришел конец, и глыбы льда тают. Ну а крыша Нью-Йорка — это повторение мать учения. Наш горький опыт первой части поможет нам больше никогда не падать. Эх, может быть все дело в уровне сложности? Давайте выберем легкий. Здесь так тяжело сражаться, поэтому давайте просто играть и наслаждаться. До определенного момента. Тут игра вам с радостью укажет на вашу ошибку. Дальше путь слабакам закрыт. Проходим на среднем или на высоком. Этим садистам определенно было весело. Что насчет визуального стиля и персонажей? Если раньше роли исполняли живые актеры и визуальная игра была приближена к реализму, то теперь она приобрела более комиксовый стиль 90-х с элементами дизельпанка, хэви-метал, дарк-фэнтези и постапокалипсиса. Отчетливо видно вдохновение комиксами хэви-метал. Грязные, агрессивные и токсичные цвета, четкие контуры, ярко выраженные эмоции и абсурдно кривая мимика на лицах персонажей. Местами все это напоминает самый жесткий наркотический трип. А теперь о персонажах. Приветствуем новичков. Первым на очереди идет человек-машина по имени Аксель, который подвинул с обложки самого сладкоежку. Аксель управляет самобытным двухколесным транспортным средством, если его можно, конечно, так назвать. Два огромных колеса и посередине человек. А вы когда-нибудь видели что-нибудь подобное? Чем же он питается, чтобы управлять такой здоровенной штукой? Ну для кого-то очевидно, утро начинается не с кофе. Аксель настоящий титан, и его главная задача — крушить. Он прямо как Джакс из Mortal Kombat, бьет прямо в пол. Землетрясения наносят ощутимый урон всем окружающим противникам. Строго не рекомендуется вступать с ним в ближний бой по понятным причинам. Ему компанию составит архитектор по прозвищу Мистер Слэм, который до участия в турнире был непризнанным гением. Он хотел строить целые города, но вместо этого теперь превращает все в искореженный металл. Управляет Мистер Слэм здоровенным бульдозером. Все, что вам нужно, это зажать противника в углу и делать с ним все, что душа пожелает. А если не получится кого-нибудь поймать, то заморозка вам в помощь. Кстати, как он получил свое прозвище? Меня кличут Мистер Слэм. Почему? Потому что я хреном могу сломать что угодно. А вы когда-нибудь испытывали жажду скорости? Чувствовали, как кровь стынет в жилах, когда по телу проходит мощный выброс адреналина?
Аманда Уотс всегда живет на острие бритвы. Ее желание – познать скорость света и достичь предела, там, где время перестает существовать. Она управляет болидом Формулы-1. Ее главное оружие – смертоносный торнадо, который своим вихрем затягивает в себя всех врагов. Твистер – самый сложный персонаж в игре. Ее плюсы равноценны всем ее минусам. Она невероятно быстра, но крайне уязвима. Каждая секунда на счету. Любой поворот может стать последним. Если вы играете за Твистер, то вы наверняка узнаете, что такое адреналин. А кто же вторая девчонка? Зовут ее Криста Спаркс и прозвище Саранча. Юная красавица и беспощадное чудовище во плоти. Криста, подобно Пит Вайперу, управляет маленьким внедорожником Баки и является одним из самых неприятных противников. Она полностью оправдывает свое прозвище и скачет во все стороны, запрыгивая прямо на свою жертву. И как эту юную леди угораздило попасть на турнир? А все потому, что она жаждет встречи со своим отцом. Образ Кристы прекрасно отражает беззаботный дух 90-х. Дерзкая бунтарка с надутым пузырем жвачки и перевернутой назад бейсболкой. Но за этой маленькой хулиганкой скрывается трагедия. И позже мы узнаем, что же произошло. Что за тайну скрывает этот человек? Зовут его Мортимер, и его прозвище – Тень. Он обладает сверхъестественной силой и способен призывать демонов из потустороннего мира. Когда-то Мортимер был обычным человеком и работал гробовщиком. Он провожал души усопших на тот свет, пока сам однажды не застрял между двумя мирами, став посредником. Души погибших людей на турнире «Скрежет металла» просят его отомстить Калипсо. Образ Мортимера содержит в себе элементы готики и дарк-фэнтези. Его машина – это катафалк, колесница смерти, несущая погибших к их последнему пристанищу. Возможно, вдохновением для персонажа послужил легендарный рестлер по прозвищу Гробовщик. А способность Мортимера бросать демоническую тень своих противников явно отсылает к фильму «Привидение». Последним новичком является вот эта девушка, и это третий по счету женский персонаж в игре. Зовут ее Джейми Робертс, и она отправилась на турнир, чтобы отыскать своего пропавшего брата. Это недвусмысленно намекает, что победителем первой части стал полицейский Карл Робертс, который загадал желание и угодил прямо в космос. Как и ее брат, Джейми преследует благие цели. Она служит в полиции и бьет своих противников зарядом молнии. В отличие от брата, Джейми прекрасно понимает, кто такой Калипсо и как следует подготовилась к этой встрече. За этой привлекательной внешностью скрывается хитрая лиса, которая готова выиграть состязание любой ценой, дабы вызволить своего брата из ловушки. С персонажами закончили, и тут я вспомнил про чит-коды, которые можно активировать в главном меню. Бесконечные жизни и патроны — это нам не совсем интересно. А вот несколько скрытых персонажей и уровней — это уже по нашей части. С помощью чит-кодов мы можем открыть сладкоежку и миньона. Достаточно ввести вот эти комбинации. Что же касается миньона, то это настоящая машина смерти, которая сметает все на своем пути. И признаться честно, играть за него не особо интересно. Вместе с персонажами присутствует и несколько секретных уровней. Первые два — это локации из первой части, но нам интересен третий. Это уровень из игры Jet Moto, которая разрабатывалась в студии Single Track параллельно Twisted Metal 2. И вышли они, кстати, в один день. Jet Moto — это игра про водяные мотоциклы, только здесь наш главный враг — это физика. Крайне топорное управление сделает время пребывания в этой игре особенно запоминающимся. Вам потребуется немало усилий, чтобы начать приходить к финишу не последним, а хотя бы предпоследним. Напоминает игра легендарный Wipeout, один из первых хитов PlayStation 1, и является его клоном, пусть и несколько в ином сеттинге. Вместо футуристичного окружения у нас здесь тропический остров, теплый океан и пляжи. Все, что нужно для виртуального отпуска. Играть в Jet Moto сейчас особого удовольствия не принесет, во многом благодаря такому великолепному управлению. Зато здесь можно полюбоваться крутыми артами и дизайном.
А ты на этих красоток посмотри. Ну и девчонками тоже. Так что данный уровень это просто отсылка на еще одну стороннюю игру от студии Single Track. Ну а мы переходим к финальной битве. Нас ожидает улица Гонконга и куча противников, желающих разорвать нас буквально в клочья. Уровень в рамках игры просто огромный, но даже здесь с таким количеством противников становится очень тесно и деваться некуда. Тут даже есть метро, и на какое-то время вы можете здесь спрятаться, но совсем ненадолго. Враги настигнут вас и здесь. После долгого, изматывающего, кровопролитного сражения приходит босс по имени Dark Tooth, ну или просто Кариес. Игра сообщает: приготовьтесь к встрече с отцом. Это намекает на персонажа из первой части, таксиста Чарли Кейна, который является отцом сладкоежки. Это ж сколько на такую дуру пива надо. Кариес разъезжает на огромном черном фургоне мороженого. Нет, ну вы посмотрите на эту Годзиллу, и у нас здесь отнюдь не Япония. И для нас это плюс, ведь чем больше объект, тем проще в него попасть. Думал я, пока не умер с десяток раз. Кариес спамит своей обилкой без какого-либо кулдауна. Он очень быстр и хитер, но это еще не самое страшное. Кариес повержен, но что же произойдет дальше? И тут появляется огромная голова сладкоежки, которая летает по всей карте в поисках мести. Голова продолжает поливать нас свинцом и выражать свою любовь и признательность. Нам ничего не остается, кроме как ответить ей взаимностью. Замораживаем ее и открываем огонь со всех орудий. Наконец-то это безумие подошло к концу. И как мы видим, победителей снова двое. А теперь давайте смотреть самые интересные концовки. Первая будет Джейми Робертс. Она давно ждала этой встречи. В прошлом году мой брат выиграл твой турнир, и ты обманул его. Ты исказил его слова и отправил в космос. Теперь это мой шанс спасти его. Я победитель, и вот мой приз. Я требую встречи с моим братом. Я с радостью исполню твое желание, дорогая. Скоро ты встретишься со своим братом. Нет, подожди, я не это имела в виду. Поздно. Эй, сестренка, я здесь. О, господи, Карл, я нашла тебя! Я не могу поверить, я нашла тебя! Похоже, Калипсо и тебя одурачил, да, сестренка? Теперь мы оба здесь застряли. Я так не думаю. Я немного доработала мою патрульную машину и знала, что Калипсо попытается обмануть. Эти ракетные ускорители доставят нас обратно. В следующем году мы снова поедем на Twisted Metal и отомстим этому уроду. А вот Roadkill ощущает себя персонажем компьютерной игры и просит, точнее умоляет Калипсо вернуть его в реальность. Твое желание исполнено. Маркус просыпается в палате в окружении врачей и медсестер. Вскоре к нему приходит его семья. Они обнимаются, и казалось бы, что наконец-то он проснулся и выбрался из этого кошмара. Но тут Маркус обнаруживает, что на соседних койках лежат другие участники турнира. Что-то здесь не так. Твистер просит Калипсо наградить ее скоростью света, чтобы она могла ехать быстрее, чем что-либо и когда-либо. Она мчится сквозь эпохи, пространство и время, проезжает мимо самых знаковых событий в истории человечества. Но в один прекрасный момент у Аманды заканчивается топливо, и она оказывается среди динозавров. Теперь шлем Аманды хранится в музее юрского периода. Мистер Слэм же хочет исполнить свою давнюю мечту – построить самый высокий небоскреб в мире, прям до самого космоса. И вот он, на вершине мира, радуется как маленький ребенок. Но что же может пойти не так?
А вот Спектр теперь другой персонаж. Зовут его Кен Мастерс, и он хочет стать суперзвездой. Весь мир должен знать его прямо в лицо. Какие красивые черты лица. Теперь я вижу их все. Калипсо, что называется, натянул сову на глобус. И теперь весь мир, взглянув на небо, увидит лицо Спектра. Следующая концовка – это наши два хорошо знакомых балбеса. Теперь их зовут Майк и Стю. А куда же они дели вот этого парня по имени Дэйв? Да! Что ж, теперь придется как-то без него. Ну а Майк, похоже, побывал в той же самой тюрьме, что и Фрэнк Дребин. Поверь мне на слово, это место меняет человека. Неужели? Каким же образом? Раньше я был белым. Чем же эти два балбеса удивят нас на этот раз? Иху! Мы здесь, чувак! Мы сделали это, братан! Пляжи сучки! Договаев рукой подать! Да! Чем могу служить, господа? Мы выиграли игру! Так? Ну ты должен наградить нас? Мы хотим? Не-не-не-не-не! Чувак, скажи, мы требуем! Ой, о чем это я? Мы требуем, чтобы ты дал нам возможность полетать! Непременно. Мои поздравления. Я исполнил ваше желание. Желаю приятного полета. Ну что, погнали? Иху! Круто! Эй, чувак, тут что-то не так! Хорошо, что эти билеты первого класса можно вернуть. Согласно официальному комиксу, который посвящен второй части, Калипсо когда-то был обычным водителем и участвовал в турнире вместе со своей дочерью. Журнал, кстати, является коллекционной редкостью и стоит около $4000. В нем более подробно расписываются предыстории персонажей. И вот однажды Калипсо и его дочь попали в аварию. У Калипсо обгорело лицо, а вот его дочь... После данного события Калипсо заключил сделку с самим дьяволом, то есть Миньоном. Он получил божественные силы, а взамен должен возглавить турнир Скрижет Металла. И вот он встречает следующего победителя. Папочка? Это я, Криста! Я вернулась! Криста, я думал, ты погибла в той аварии, в которой чуть не умер и я. Ты жива! Собственность полиции Лос-Анджелеса. Прости меня, папочка. После аварии они восстановили меня. Они знали, что я смогу подобраться к тебе. Они хотят положить конец всей той жестокости, что ты принес своим турниром. Обними меня, папочка. Я теперь всего лишь машина, но я боюсь, что взрыв причинит тебе боль. Криста давным-давно погибла. Она стала киборгом и была запрограммирована, чтобы добраться до ее отца. Но не будем о грустном. Стоп, да мы о грустном сейчас только и будем говорить. Как я упомянул ранее, после выхода второй части Single Track и Sony разругались. Права на франшизу персонажей остались у Sony, а вот права на движок и ассеты у Single Track. Возникла дилемма. Ни первый, ни второй не могли заниматься разработкой продолжения. Жанр боевых гонок был на коротком пике популярности, и нужно было что-то делать. По итогу Single Track ушли в свободное плавание и выпустили еще несколько проектов. Самым заметным стал Rogue Trip. Та самая игра про машинку с огромной сосиской. Если бы не конфликт между студиями, то именно так могла бы выглядеть третья часть. Грязная, брутальная, обшарпанная и пропитанная черным юмором. Но этого не произошло. Вскоре после выхода Rogue Trip в 2000 году студия Single Track прекратила свое существование. Кто знает, как все могло бы обернуться и где бы сейчас была эта студия. Но мы этого никогда не узнаем. Теперь здесь только руины. Как же поступила Sony? У них нет движка, но есть топовая франшиза. Они поручили создание третьей части другой дочерней компании – студии 989. Для некоторых игроков она известна по серии Siphon Filter, в разработке которой принимала участие. Давайте узнаем, что же получилось в итоге.
Вот мы добрались до третьей части. Релиз состоялся спустя 2 года, 31 октября 98-го. Среди фанатов считается самой худшей частью в квадрологии, и на то есть объективные причины. Студия 989 внесла множество изменений, от геймплея и структуры уровней до визуального стиля и истории персонажей. Далеко не всем пришелся по душе новый взгляд на франшизу. Начнем с графики. Игра перешла полностью в 3D окружение. Это касается не только различных объектов на уровнях, но и прожектайлов, которые раньше были выполнены в виде спрайтов. Переход в трехмерное пространство коснулся и главного меню. Мы в режиме реального времени можем просто сидеть и наблюдать за ходом сражения между всеми участниками турнира. Уровни были кардинально перестроены, они стали более закрытыми и высокими, чтобы игрок не мог посмотреть за пределы карты. Из-за этого локации лишились глубины и масштабности. В предыдущих частях использовалось много 2D графики. Спрайты и текстуры на дальнем плане помогали создать ощущение величины карты. Игра получила поддержку широкоформата, так что на консоли и эмуляторах изображение не растягивается, а отображается в соответствии с разрешением экрана. FPS был поднят до 60 кадров, но стабильностью он не отличается. Игра часто проседает и подтормаживает. Из-за повышенного фреймрейта игра стала более резвой и динамичной. Теперь это скорее напоминает сумасшедший аттракцион, где все противники вокруг носятся как угорелые. Порой даже не понимаешь, что вообще происходит. Может это быть весело? В какой-то степени да, но лишь до поры до времени. А что насчет физики и управления, что стали камнем преткновения? Управление стало более резким и отзывчивым. Контролировать машину теперь как будто немного проще, во многом благодаря повышенному FPS. Но это крайне обманчивое впечатление. Ранее у машин всегда ощущались целостность и вес. Игрок буквально чувствовал всю тяжесть консервной банки, что была под его контролем. Теперь же машины летают как пушинки и практически не имеют никакого веса. Они стали невероятно легкими, и отсюда складывается впечатление, что управляешь как будто игрушечной машинкой. Не проходит и минуты, как вы переворачиваетесь. И как же решили эту проблему разработчики? Просто вот таким вот ленивым телепортом ставят вас обратно на колеса. Из-за бешеного темпа врагам явно увеличили здоровье, чтобы они не умирали от пары тычек. Порой на них уходит уж слишком много патронов. Но что хуже, они научились активно использовать лечилки. Пока вы воюете с одним противником, другой уже ворует вашу аптечку. В результате все сражение сводится к тому, успеете ли вы добить своего врага, прежде чем он пойдет лечиться. Следующая неприятность – это дизайн персонажей. Если ранее героев исполняли живые актеры, и позднее они были созданы в уникальной комиксной стилистике, то теперь это странные, кривые и уродливые пластиковые куклы ранней эпохи 3D-графики. Нет, но вы только посмотрите на эти морды. Это надо было как следует постараться, чтобы вызвать подобное отторжение. Особенно пугает вот этот красавчик по имени Сладкоежка. Его голова на фургоне до сих пор вызывает у меня эффект зловещей долины. Искажены и характер героев. Если ранее истории были достаточно взрослыми, мрачными, с элементами драмы и черного юмора, то теперь биографии превращены в какой-то фарс. Их невозможно читать, не приложив руку к лицу. Среди персонажей всего 4 новичка. Это Аугер, который использует свой большой буровой инструмент и проделывает дыры во всех участниках. Буквально вертит их как хочет. Следующий — это какой-то шизик, которого зовут Тусовщик, и он опоздал черные дыры. Но какие именно, история умалчивает. Он пускает воронку, в которую засасывает всех ему неугодных противников. Так что если хотите остаться целыми, то лучше избегайте встречи с этим подонком. А кто же вот эта замечательная дама, которую зовут, Сила Цветов? Ну или как просто перевели ее в игре, Красотка? А вы не спешите радоваться, ведь ее огорчает, что злые мужчины устраивают турнир и уничтожают ее любимую планету. Поэтому она собирается выиграть состязание и населить Землю одними растениями. Вся эта история немного напоминает ядовитого плюща. Увы, ребятишки, но сердце этой красотки принадлежит растениям. У нее, кстати, есть один маленький секрет. Сейчас я вам его покажу. Извините, ребят, но показать я это, к сожалению, не могу. Ну и последний, четвертый, это парень по имени Кит Флинт. Прозвище у него, кстати, Firestarter. Так, стоп. Кит Флинт, Firestarter. Да неужели?
Вы когда-нибудь хотели поиграть за чувака из Prodigy? Это отличная возможность. Настоящая икона 90-х, вобравшая в себя всю энергию и эстетику того времени. Удивительно, что разработчиков не затаскали по судам. Ну или Кит Флинт просто отличный парень, которому нравится скрежет металла. Внешнее сходство, конечно, есть, но все же оно притянуто за уши. А вот то, что его зовут Firestarter, это уже жирнющая отсылка. Firestarter отобрал у Тампера огнемет и теперь жарит по полной программе, зажигает, что называется, танцпол. Хочется отметить и саундтрек. Привлекли не абы кого, а самого Роба Зомби и группу Pitch Shifter. После выхода Twisted Metal 3 музыка этих исполнителей пошла буквально по рукам и использовалась в различных проектах. Группу Pitch Shifter вы могли слышать в Test Drive 5, а вот без Роба Зомби начало нулевых и вовсе трудно представить. Достаточно вспомнить его заметное участие в игре Nightmare Creatures 2. И вот мы в очередной раз подобрались к финальному сражению. На сей раз оно будет проходить не на крыше, не на городских улочках, а на самом воздушном судне, которое принадлежит Калипсо. Мы находимся в замкнутом пространстве, где-то высоко в небе, бежать особо некуда. Все противники бессмертны, ровно до тех пор, пока мы не сломаем несколько механизмов. И вот мы ломаем последний переключатель и наконец-то можем дать отпор. Когда вы одолеете всех противников, не спешите радоваться. По вашу душу придет не что иное, как первобытное зло. Именно так зовут этого финального босса. Вы можете попытаться одолеть его честно, но шансы весьма невелики. И тут самое время вспомнить про одну уловку. Что же такое гравитация? Новые разработчики, конечно же, были в курсе, за что игроки полюбили данную серию. Так что давайте попытаемся заманить этого зверя прямо в ловушку и сами постараемся в нее не попасться. Да-да, все как обычно. Замораживаем этого ублюдка и сталкиваем прямо вниз. Первобытное зло повержено. Но что же будет дальше? А дальше будет... ничего. Twisted Metal 3 славится своими ужасными концовками, и показывать здесь, как и озвучивать, банально нечего. История Карла и Джейми Робертс здесь не получила никакого логического продолжения. Это же касается и других персонажей. Вот мы через пот и слезы снова выиграли этот турнир. И что же получаем в итоге? Калипсо выходит и давит нас ботинком. Прекрасная награда за все наши старания. Давайте кратко подытожим. Twisted Metal 3 неплохая игра. Она динамичная и веселая, хоть и сумбурная и крайне нелепая. У нее полно недостатков, но играть в это по-прежнему весело. И, к сожалению, точка невозврата пройдена. Впереди нас ждет 4-я часть. Заключительная часть классической квадрологии вышла спустя год, 31 октября 99-го, все так же придерживаясь хэллоуинской традиции. После выхода этой игры, короткий пик популярности жанра аркадных боевых гонок подошел к концу, и отныне он является нишевым. Начиная с этого момента, скрежет металла больше никогда не был прежним. Если ранее фанаты ругали третью часть за неудачные эксперименты, клоунаду и нелепый дизайн, то здесь студия 989 пошла намного дальше. Они не пытались вернуться к истокам, а наоборот возвели весь тот градус нелепости и абсурда в абсолют. Но стала ли игра от этого хуже, после всех этих экспериментов? Давайте разбираться. Сюжет и история были полностью переписаны. Все, что было до этого момента, никогда не происходило. Действие начинается со времен начала 20 века. Турнир скрежет металла является обычным цирковым шоу. Неизвестно, как давно живет Калипсо, но, судя по всему, он проводит эти турниры уже долгие годы. И вот в один прекрасный день юный сладкоежка выигрывает состязание и смещает Калипсо с поста организатора шоу. Под руководством маленького клоуна наступает тотальный хаос, который отражает весь визуальный стиль игры. Как вы уже могли заметить, здесь сменился сеттинг, и теперь он сочетает в себе несколько разных жанров. Вступительные кат-сцены созданы в стилистике немого кино начала 20 века, но затем действие резко переносится в недалекое будущее, где уже преобладает ретро-футуризм и подобие киберпанка. В главном меню нас встречает все та же обратная полоса загрузки. Только что мы наблюдали немое кино, как тут же на нас обрушивается парк аттракционов. Он освещен тусклыми неоновыми лампами и окрашен в кислотные цвета. Игровой интерфейс вернулся обратно в 2D и выполнен теперь в карнавально-хаотичном стиле, который полностью отражает едкую и токсичную атмосферу игры. Ростер персонажей был полностью воссоздан с нуля и насчитывает аж целых 22 машины.
Правда, половина из них все же скрыты и открываются в процессе прохождения или с помощью чит-кодов. И главный вопрос не в том, сколько здесь новичков, а сколько осталось старичков. Большинство персонажей дебютанты, и на мой субъективный взгляд, они выглядят какими-то скучными, невзрачными и не особо запоминающимися. Они словно лишились какой бы то ни было индивидуальности. Это просто какие-то игрушечные машинки, которыми управляешь и совершенно не чувствуешь, что за ними стоит персонаж со своей уникальной историей и желанием выиграть турнир. Зато здесь есть никто иной, как сам Роб Зомби. Теперь он полноценный играбельный персонаж и является светлым пятном посреди всей этой скукотищи. Также среди персонажей есть и сам Калипсо, который участвует в турнире, чтобы вернуть себе былое могущество. Его машина — это самая обыкновенная, ничем не примечательная фура. Но что самое интересное, здесь можно создать и свою собственную машину, определив ее внешний вид, характеристики и габариты. Правда, итоговый результат все равно оставляет желать лучшего. Мы получаем самую обыкновенную, искусственно созданную машину, у которой нет какой бы то ни было индивидуальности. Проходить игру за нее особого удовольствия не принесет, хотя сама функция добавляет игре разнообразия, и для 99-го года это было определенно круто. С персонажами получилось несколько спорно, а что насчет геймплея? И вот здесь игра выходит на передовую, выдавая едва ли не самый лучший игровой процесс в классике. Начинается настоящий ураганный экшен, где постоянно что-то происходит и что-то взрывается. Физику починили, теперь машины обрели какой-никакой вес и не летают по карте как пушинки. Если машина переворачивается, то моментально встает на колеса, что положительно сказывается на темпе и динамике. Управление стало гладким и отзывчивым. Вы можете в любой момент в любое время без труда развернуть машину, войти в любой поворот, какой хотите, и не улететь за пределы уровня. Враги не спят и идут в атаку. Здесь они ведут себя куда более активно и непредсказуемо. Окружают со всех сторон, преследуют, а если им дать сдачи, то они убегают, пытаясь спасти свою шкуру. Редко воруют аптечки, а все потому, что здоровья у них теперь хватит аж на 2 жизни. Хотелось бы отметить, что в предыдущих частях противники фактически игнорировали друг друга и атаковали только игрока. Да, иногда они могли закуситься и перекинуться парой ракет, но в основном не причиняли себе никакого урона. Особенно это касается легендарной второй части. Если враги находятся вне поля зрения игрока, то они просто катаются и ничего не делают, пока не встретят его. Это жутко бесит и раздражает. В 4-й части враги охотно мочат друг друга и даже могут сделать половину работы за вас. Сражения долгие и затянутые, но это нисколько не скучно, потому что вам всегда есть по ком стрелять и всегда есть из чего стрелять. Патронов и оружия много, выбирай на любой вкус. Более того, ваш герой всегда стартует с небольшим запасом ракет, чтобы вам не приходилось с самого начала катки искать припасы. Вы начинаете игру и сразу же с места в карьер врываетесь в сражение. Почему же до этого раньше не додумались? Тут есть как классические ракеты, так и новые пушки, стреляющие по разным дистанциям и траекториям. Замораживайте, взрывайте, в общем делайте то, что вашей душе угодно. В игре полным-полно уровней на любой вкус. Тут вам и свалка, и неоновый город, и даже детская комната. А можете вернуться в прошлое прямо в Амазонку на 3000 лет назад. Локации стали крайне разнообразными, с множеством развилок и обходных путей, имеют возвышенности, кучу трамплинов, а также секретные зоны и возможность взаимодействовать с окружением. Вы буквально можете сесть за этот кран, кого-нибудь притянуть и выбросить прямо на свалку отходов, а также прокатиться вот на этом фуникулере и насладиться местными футуристичными пейзажами. Кстати, эту функцию разработчики явно подсмотрели у игры Vigilante 8, которая сама, по иронии судьбы, является клоном Twisted Metal. На каждом из уровней нас всегда ожидает мини-босс. В большинстве случаев это персонажи предыдущих частей. Тут вам и Тампер, который ранее был одним из ключевых завсегдатаев в серии. За выслугу лет ему наконец-то удостоилась честь быть хоть каким-то боссом, и он с радостью напомнит, что такое настоящее барбекю. Следом за ним идет разгневанный Аксель, который так и не сумел выбраться из своих оков. Он преследует только одну цель – порвать вас в клочья во что бы то ни стало. И может быть, ему наконец-то даруют свободу. А на одном из лучших уровней в игре, нефтяной платформе посреди океана, нас поджидают 2 половых гиганта – господин Аугер и его коллега Мистер Слэм. Они пришли, чтобы снова заявить о своих достоинствах и готовы пробурить самую сверхглубокую скважину каждому смельчаку, что встал у них на пути. Следующим мини-боссом по традиции выступит наш хорошо знакомый дьявол по имени Миньон. На сей раз его земля обетованная – это таинственный мрачный лабиринт, напоминающий кладбище из ужастиков категории П.
но складывается впечатление, что ему просто тесно в этих локациях. Огромный бронетанк то и дело пятится и вообще не понимает, что он здесь забыл. Похоже, не видать ему победы, как своих дьявольских ушей. Так что вежливо проводим миньона обратно в его преисподнюю. Ёбаный в рот. Блядь! Ну а теперь, дорогие детишки, берегитесь. Нас ожидает карнавал. Обещаю, будет весело. Весело, говорил он. Не так я себя представлял поход в парк аттракционов. Что ж, немного передохнули и давайте продолжать. Мы попадаем в тот самый злосчастный парк аттракционов, место, окутанное хаосом и безумием. Пробиваемся сквозь оковы зла и даем отпор каждому встречному противнику. Их здесь много, и все до одного хотят победить. Но их надеждам не суждено сбыться, и тут мы начинаем праздновать победу. Ну совсем преждевременно, ведь по нашу душу приходит сам Сладкоежка. Этот кровожадный злодей хочет порвать наш бампер на британский флаг, и я отнюдь не шучу. Способка этого клоуна — это самое несправедливое, что когда-либо происходило в этой серии. Его снаряд не имеет никаких ограничений и летает по карте, пока не найдет свою цель. Эта зловещая, смеющаяся огненная голова будет преследовать вас, куда бы вы ни спрятались. Именно сейчас вам следует помнить, как отче наш, самую важную комбинацию в игре — активация щита. Нажимаем вверх-вверх-вправо, и этот щит на какое-то время спасет нашу душу от незавидной участи в этом карнавале ужаса. Единственный способ выбраться из этих оков — это использовать турбо-буст. Если у вас нет ускорителя, то прощайте, ибо броня не будет защищать вас вечно. Как же с ним бороться? Собирайте припасы по всей карте, ни в коем случае не встречайтесь с ним лицом к лицу, ставьте мины и динамит. При первом же контакте тут же убегайте. Используйте заморозку, чтобы слегка охладить его пыл. Когда у него останется мало здоровья, то он сам начнет убегать от вас, так что ловите и мочите этого негодяя. И вот Сладкоежка наконец повержен. Но что же нас ждет дальше? Разочарование, как в третьей части? Не совсем. На самом деле здесь неплохие концовки. Как вы могли заметить, я проходил игру за робот-зомби. И вот он приходит в логово Сладкоежки. Все пляшут и танцуют. Жизнь прекрасна, но какое желание загадал ходячий мертвец. Он хочет, чтобы мир услышал его крик, его вопль воинственной души мертвеца. Что бы это ни значило, давайте узнаем. И весь мир увидел концерт робо-зомби. Неплохо, не правда ли? Представьте очарование ребенка, который прошел эту игру в год ее выхода. И именно поэтому четвертая часть при всех ее достоинствах считается детской игрой. Концовки ярко демонстрируют, на что был сделан акцент. А что насчет Калипсо? Вот он встретился со Сладкоежкой и его маленькой бандой. Он требует, чтобы они сложили свои полномочия и вернули ему право проводить турнир. Нет. Ну а чего вы хотите от этих клоунов? Они, конечно же, отказываются. Калипсо намерен остановить этот цирк, и начинается драка. Он прописывает локтем и дает пощечину, а затем вступает в бой со Сладкоежкой. Силы двух горе-творцов более чем равны, и сражение заканчивается подрывом всего здания. Зато нам оставляют маленький такой намек на следующую игру Twisted Metal Small Brawl. И там мы оказываемся уже на детской площадке и управляем игрушечными машинками. Прекрасная альтернатива, если вам надоело сидеть в песочнице и строить замки. Но эту игру мы предпочтем забыть и больше никогда о ней не вспоминать, поэтому возвращаемся к четвертой части и будем подводить итоги. Twisted Metal 4 получил смешанные отзывы. Многих оттолкнул неоднозначный визуальный стиль, не самая передовая графика, а также странные и не особо удачные эксперименты. Игра воспринимается как неплохой такой крепко сваренный спин-офф, но не как полноценная часть франшизы. Лучше всего высказался главный разработчик первых двух частей, Дэвид Джеффи. Однажды в интервью у него спросили, что он думает про Twisted Metal 3 и 4. Это хорошие игры, но они недостаточно хороши, как Twisted Metal.
Как бы ни был прекрасен геймплей в 4-й части, но продажи и отзывы явно оставляли желать лучшего. К тому же годом ранее вышли Vigilante 8 и Rogue Trip, которые, по мнению многих игроков, были гораздо лучше. Вскоре пропал интерес к жанру, боевые тачки наскучили, а тут на заре уже маячили игры вроде Halo, Mafia и GTA 3. Какие там еще боевые машинки с пострелушками? Здесь полная свобода действий. Делай что хочешь и как хочешь. Жанр боевых гонок хоть и стал нишевым, но совсем не умер. Выходили и другие игры серии, например, легендарный и мегаатмосферный Twisted Metal Black, а также прекрасное продолжение второй части Twisted Metal Head On, где мы наконец-то можем узнать, чем же закончилась история Карла и Джейми Робертс. Ну и последняя игра — это Twisted Metal 2012 года, который является перезапуском всей франшизы. Он представляет собой новую интерпретацию вселенной и персонажей, использует хорошо знакомые элементы классики, но полностью их переосмысливает. Помимо них было еще множество игр в подобном жанре. Навскидку могу вспомнить игру Blood Awake. Это стопроцентный Twisted Metal, только на лодках. В остальном зачастую этот жанр просто комбинировали, получались эдакие гибриды гонок и экшена. И многих волновал вопрос, почему же никогда не выходила 5-я часть. У нас были спин-оффы, перезапуски и различные ответвления. И тут я вам отвечу, 5-я часть существует, пусть она и сделана руками фанатов. Автором игры является вот этот парень, Анхель Мендес. Он и его команда создают игру на движке Unity, и давайте посмотрим, что же у них получилось. Здесь огромный ростер персонажей, привели буквально всех и каждого. И я имею в виду всех до единого. Что же касается уровней, то у нас здесь города, каньоны, любимые крыши небоскребов и маленький поселок, встречающий Новый год. Так, где же там моя любимая Твистер? Вот она. Ну что, готовим пушечки и идем прямо в бой. Охренеть! Вы только посмотрите на это зрелище! Разве такое вообще возможно? Вау! Что она вытворяет? У меня просто нет слов. Ну же, подходите, подходите! Сейчас получите у меня! Ха-ха-ха! Так вам и надо, ублюдки! Да это же тот самый скрежет металла, каким мы его помним и знаем. Ну, что думаешь, Майк? Как же это круто! Ну вы сами все видите. Это просто великолепно. Настоящий шедевр. Игра бесплатная, и вы вряд ли когда-нибудь ее увидите на других площадках. В Стиме, Эпике или где-то еще. И вы должны прекрасно понимать, почему. Авторские права и все дела. Так что если хотите сыграть, то заглядывайте в профиль к этому чуваку, там найдете ссылку. И на этой прекрасной ноте наш обзор подошел к концу. Спасибо ребятам, что приняли участие в создании данного видео, а именно Феруману, Директору, Дитролу, Амадею Сальватору и Серому Пуделю. Ну и конечно же, отдельно хочется выделить вот эту весьма талантливую даму по имени Суми. Заткнись, Уокер! Ее озвучка получилась вне всяких похвал. Спасибо и вам, дорогие зрители, что посмотрели данное видеоэссе, и очень надеюсь, что вам было весело. По традиции показываю вам весь проект. Ух, какой же это был долгий путь. Работа велась не только над озвучкой кат-сцен, но и над звуковым рядом. Подбирались различные звуки взрывов и выстрелов, чтобы обзор был более насыщенным и эпичным. Особенно это касается концовок первой части, где звук был полностью восстановлен с нуля. Спасибо вам за вашу поддержку и внимание, а дальше за меня все скажет Калипсо. Я Калипсо, и я благодарю вас за игру в скрежет металла.